Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня ваша любимая рубрика «Эксперименты». Экспериментировать сегодня будем на бирже OKX и на бирже MEX. Будем сравнивать сегодня работу одинаковых ботов. То есть один бот будет запущен на OKX, точнее не один, а три. И три бота на бирже MEX. Мы посмотрим, какой шаг грида зарабатывает больше денег при отсутствии торговой комиссии, а также проверим, несмотря на присутствие комиссии, какой бот будет зарабатывать больше. То есть запускаем на OKX и на MEX одинаковых абсолютно ботов и смотрим их доходность. Давайте подберем настроечки для этих самых ботов. Итак, это у нас биржа MEX. Будьте аккуратны, если будете запускать ботов на бирже MEX. У MEX по дефолту каждый раз, когда открываете страничку, 10-е плечо здесь стоит. Меняйте на плечо поменьше. 10-е плечо даже для биткоина довольно рискованное и опасное. Итак, торговый диапазон я возьму 75-115 при пятом кредитном плече, и у меня будет 3 бота. Один бот 50 гридов, второй бот 70 гридов и третий бот 100 гридов. Тот бот, где 50 гридов, шаг грида получается где-то 0,85%. Бот, в котором 70 гридов, получается 0,6%. И бот 100 гридов, это получается 0,43%. Совсем сильно мельчить я уже не вижу, наверное, смысла. Либо после этого эксперимента мы можем провести эксперимент, где будет совсем прям маленький шаг грида. На OKX такого бота смысла запускать нет. Но, допустим, мы можем сравнить то же самое, только на уже отдельном мексе. Допустим, запустим 300 гридов на такой диапазон, да, это где-то там 0,15 приблизительно будет шаг грида, и сможем посмотреть доходность. Но давайте будем последовательными и запускать эксперименты по очереди. Ну а ты обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить результаты всех этих экспериментов. Давайте запускать ботов и посмотрим вообще, какие настройки имеются, допустим, после запуска ботов на бирже MEX, потому что я еще ни разу не запускал ботов на бирже MEX. Итак, настроечки 75-115, 100 гридов. OKX показывает минимальную сумму для запуска $292, поэтому ту же самую будем использовать и на MEX. И у нас примерная цена ликвидации 64 900 на OKX и 65 900 на MEX. На MEX, то есть цена ликвидации на $1000 похуже по движению битка. Итак, давайте стартовать. Создаем бота. Так, отлично, 2 первых бота готовы. Давайте запустим остальных, а потом уже поковыряемся в настройках, чтобы у нас все боты были запущены примерно в одно время. Это может быть довольно важным. Отлично, отлично. Боты созданы 50, 70 и 100. Суммы у них сами по себе друг от друга разные, но OKX и MEX суммы одинаковые. И нам как бы этот момент больше важен. К тому же мы можем посмотреть процентную доходность, да, какая у нас будет эта самая доходность. Итак, можем нажать кнопочку подробности на MEX и давайте посмотрим, что мы можем вообще делать с данным ботом. Да. Вывести средства присутствует кнопка, это значит, что мы можем вывести грид прибыль, но мы потом это еще раз посмотрим обязательно. И можем добавить средства. Добавить средства, и нужно будет потом также проверить этот момент. Добавление средств это в маржу, либо добавление средств непосредственно в работу бота. То есть мы можем добавить, допустим, такую же сумму, да, и посмотреть, количество контрактов у нас изменится, либо не изменится. Открытые позиции, но тут не отображается ни хрена. На работающем можем еще добавить, собственно, стоп-лосс и take-profit, и все, на MEX мы больше не можем сделать ничего. То есть это абсолютно базовый минимальный бот, вообще, который может быть. При этом прошу обратить внимание, что при создании бота были уже уплачены торговые комиссии. Это довольно интересный момент, учитывая то, что их быть как бы не должно. Но мы посмотрим, когда у нас получит хоть раз прибыль со сделки, и посмотрим уже, будет ли прибыль со сделки. Но видимо, создает бота он непосредственно по рынку, что, в принципе, может быть вполне логичным, да, потому что нужно закупиться разом и распределить все по сетке, да, а дальше уже, возможно, торгует лимитными ордерами. Это, собственно, мы тоже и проверим. Так что подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить результат данного
эксперимента, а также напишите в комментариях, какие эксперименты на каких платформах вы еще хотели бы посмотреть. Я, в принципе, только за эксперименты. Это всегда интересно, и результаты бывают порой очень даже противоречивыми. Также у меня сейчас запущено на платформе Generia 10 различных ботов, все на биткоине, с разными настройками. Мы также тестируем их доходность. Так что, если хотите узнать еще и финал этого эксперимента, какой шаг грида, какой take profit на ботах платформы Generia на битке работает лучше. Ну а на сегодня все. Подпишись, чтобы не пропустить финал. И, естественно, оставь комментарий с предложением какого-либо эксперимента по торговле роботами. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.